Россияне публиковали первые доказательства боевого применения ракеты-дрона «Пекло», которыми была разбита автомобильная переправа в Луганской области. Так, оккупанты сообщили об ударе беспилотника по переправе через реку Айдар и поражении расположенной рядом насосной станции. Средство поражения они ошибочно идентифицировали как дальнобойный дрон «Лютый». Однако на кадрах четко видно, что это именно ракета-дрон «Пекло». В видеофрагменте можно заметить обломок с малогабаритным реактивным двигателем и V-образным хвостовым оперением. «Пекло» нанесли ущерб зданию насосной станции и, как заявляется, разбили переправу. Учитывая, что боевая часть не превышает 30-50 килограммов, речь может идти о легкой понтонной переправе, а не железобетонном сооружении. Добавим, что реактивный дрон «Пекло» фактически является ничем иным, как небольшой крылатой ракетой. Разработчиками заявлено, что благодаря реактивному двигателю их разработка развивает скорость до 700 км в час и способна преодолевать расстояние до 700 км. Укроборонпром представил новую разработку в декабре прошлого года, сообщив о поставках первой партии из нескольких десятков единиц в силы обороны. С тех пор и по сей день достоверных сведений о боевом применении «Пекло» не было. Лишь однажды российские медиа заявляли об ударе этими ракетодронами по объекту нефтепровода «Дружба». Однако фото, подтверждающие их использование, не были предоставлены. Министр стратегических отраслей промышленности в феврале этого года заявлял, что ракета-дрон продолжает совершенствоваться. Среди прочего, ведется разработка новых вариантов боевой части, что расширит перечень возможных целей для поражения. По словам разработчика, производство новой ракеты стоит меньше, чем украинского дрона «Камикадзе Лютый», цена которого на начало прошлого года достигала $200 тысяч. Тем временем украинские разработчики из группы «Дикі шершні» разработали дрон-перехватчик, который способен подниматься на высоту до 11 километров. Такие высотные характеристики должны расширить возможности Украины по борьбе с крупными российскими БПЛА, которые с целью разведки или нанесения ударов летают на больших высотах. Точные характеристики и внешний вид своего высотного дрона-перехватчика «Дикі шершні» держат в секрете. По словам разработчиков, дрон еще не прошел кодификацию Министерства обороны Украины. Российские нацисты посмотрели, как воюет Израиль, и в очередной раз признали, что так называемое СВО оказалось для России полным позорищем. Израиль участвовал в операции против Ирана несколько дней, Россия участвует в операции против Украины несколько лет. Израильская авиация без потерь бомбит иранские объекты и имеет полное господство в воздухе. Российская авиация теряет самолетов больше, чем производит за период проведения операции. Израиль уничтожил верхушку военно-политического управления Ирана. Россия даже не может нанести удары по центру принятия решений, не говоря уже о ликвидации военно-политического управления Украины. Израильское ПВО отразило пуски сотен ракет и только единично дошли до целей. Российское ПВО пропускает легкомоторные самолеты-кукурузники, воздушные «Газели». Израильские спецслужбы действуют в Иране как у себя дома. Деятельность российских спецслужб в Украине фактически не наблюдается. Израильские летчики действуют на гигантском расстоянии от своей страны, от 1500 километров, с помощью дозаправки в небе на территории других стран, тогда как ВКС не могут разобраться с Харьковом, Запорожьем, Херсоном и Сумами, которые находятся прямо у границы РФ. Разгадка банальна. Все упирается в одного старенького дедушку, который вдруг оказался мудаком, как в свое время метко заметил некогда самый перспективный политик. Своим проецированием тупизны через своего безумного пропитого воеводу Герасима он буквально парализует все виды войск и тем более спецслужбы. Результат за окном. Израиль убил нового главу генштаба Ирана, который успел пробыть в своей должности несколько дней. Сейчас даже имена иранских генералов нет смысла запоминать, они живут меньше, чем штурмовики Шторм-Z. Пока что стратегия уничтожения военных руководителей приносит Израилю хорошие результаты. Иран на глазах теряет боеспособность и желание отвечать на удары. Почему мы не делали этого 3,5 года в отношении руководителей СБУ, ВСУ, ГУР? Отвечу словами великого человека. Потому. Жалуются Z-каналы. И немного об итогах так называемой СВО. На российском телевидении предложили импортировать террористов-хуситов и сомалийских пиратов в Калининградскую область, чтобы, как они говорят, показать прибалтам, кто в доме хозяин. Поэтому хуситы будут охотиться на беспилотие, а сомалийцы по привычке объяснят прибалтам, кто здесь хозяин.
Призраки возвращаются к охоте на российскую ПВО. Дроны спецподразделения Примари ГУР-МО Украины последовательно продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму. На видео кадры боевой работы по критически важным и дорогостоящим компонентам комплекса ПВО С-400 «Триумф». Под удар разведчиков попали две многофункциональные РЛС управления 92Н2Е, две РЛС обнаружения 91Н6Е, пусковая установка комплекса С-400. Радары – это глаза вражеской системы ПВО. Без них зенитные комплексы становятся небоеспособными. Эрдоган после удара по Ирану заявил о неспособности российских аналоговнетных систем ПВО защитить Турцию. Российские ракетные комплексы С-400 не могут полностью обеспечить потребность Турции в противовоздушной обороне, заявил президент страны Реджеп Таyyip Эрдоган. Наше общество поняло это наглядно в последние дни в связи с войной Израиля и Ирана. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО, сказал Эрдоган. Он напомнил о проекте «Стальной купол», который объединяет разновысотные системы ПВО, сенсоры и средства РЭП. Однако подчеркнул, что пока прогресс Турции в этом вопросе остается недостаточным. Эрдоган также отметил разработку собственных зенитных ракетных систем. Как известно, в 2017 году Турция приобрела у России 4 дивизиона С-400 за $2,5 миллиарда. Тогда Вашингтон требовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Патриот, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию с программы поставок новейших истребителей F-35. В сентябре 2021 года Эрдоган заявил, что Анкара намерена приобрести вторую партию С-400. Позднее в Анкаре уточнили, что готовы закупить у других стран ракетные комплексы, если они по характеристикам будут аналогичны российским. Одиозный венгерский премьер Виктор Орбан, известный по своей лояльности к Путину и нелояльности к нашей стране, объявил результаты так называемого референдума, использовав их как дополнительный аргумент против вступления Украины в ЕС. Недавно Кабмин Венгрии обнародовал итоги этого так называемого референдума, а Орбан подчеркнул, что 95% высказались будто бы против вступления Украины в Евросоюз и только 5% за. В то же время известно, что приняли участие в этом процессе лишь 29% у числа избирателей Венгрии. Кроме того, венгерские масс-медиа, описывающие этот так называемый референдум, обратили внимание на нарушения, которые допускали власти при его проведении. Например, журналисты Telex подчеркивают, что здесь один человек мог проголосовать как минимум 2 раза, пользуясь разной электронной почтой. Страны Евросоюза могут совместно убедить Венгрию не накладывать вето на вступление Украины в ЕС. Но нельзя злоупотреблять инструментом консенсуса, ведь еще это усложняет процесс принятия решений. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Мы можем сделать это вместе. Убедить Венгрию не накладывать вето на вступление Украины в ЕС. Можем начать технический процесс переговоров. Я надеюсь, что Европейская комиссия имеет необходимые инструменты. Но, конечно, мы постоянно видим, как эти трудности повторяются, однако в конце концов нам все же удается двигаться вперед, отметил Науседа. Ситуация в российской экономике ухудшается, и она серьезнее, чем принято признавать публично, сказали Bloomberg сотрудники банковского сектора России. По их словам, существует реальный риск начала банковского кризиса в ближайший год. Напомним, что опасения по поводу экономической ситуации проявились публично на Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся на прошлой неделе. Там министр экономического развития РФ Максим Решетников сказал, что российская экономика оказалась на грани рецессии. А до этого первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что российская экономика может остыть сильнее, чем нужно, из-за высоких процентных ставок. Путин на том же форуме сказал, что рецессию, безусловно, нельзя допустить. Проблемы в банковском секторе могут сказаться на способности России продолжать войну в Украине, особенно при ужесточении американских и европейских санкций против финансового сектора России, подчеркивает Bloomberg.